Добрый день, друзья! Август – это сезон слив, поэтому не упускаем момент и готовим вкуснейшую домашнюю выпечку с этим фруктом. Сегодня я предлагаю испечь пирог на творожном тесте. Мягкий, очень ароматный, в меру сладкий и с легкой кислинкой. Если вы еще не пробовали такой пирог, то многое потеряли. Он необыкновенный, вы влюбитесь в него с первого кусочка. Для данного рецепта нам понадобится 1 кг слив. Косточки удаляем, и если у вас сливы такие же крупные, как у меня, то разрезаем их пополам. Если маленького размера, то с ними ничего не делаем. Наш фрукт подготовлен, приступаем к замешиванию теста. Тесто довольно простое и легкое в приготовлении. Итак, в муку натираем на крупной терке 150 грамм холодного сливочного масла. Чтобы масло легче натиралось и не скользило в руке, его хорошо обсыпаем мукой. Теперь сливочное масло и муку руками перетираем в крошку. Далее кладем 150 грамм творога, у меня 9% и я советую брать мелкозернистый. Также всыпаем 40 грамм сахара и чайную ложку разрыхлителя. Руками соединяем все ингредиенты в однородную массу. Вымешиваем тесто приблизительно около 2 минут и собираем его в шар. Форму для запекания у меня стеклянная, смазываем размягченным сливочным маслом. Распределяем тесто по форме таким образом, чтобы оно везде было одинаковой толщины. И еще один важный момент, обязательно не забываем сделать бортики. Теперь форму с тестом на 10 минут ставим в холодильник. После того, как тесто немного охладилось, выкладываем на него подготовленные сливы. Это тот рецепт пирога, в котором начинки должно быть больше, чем теста, поэтому слив не жалеем. В конце посыпаем их крахмалом, у меня кукурузный, и сахаром. И в заключении, по желанию, на сливы кладем маленькие кусочки сливочного масла. С маслом, я считаю, пирог получается еще вкуснее. Вот такой красивый пирог у нас получился. Ставим его выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Так как форма у меня стеклянная, то решетку я заранее не нагреваю. Она должна быть одинаковой температуры с формой. Пирог получается не только вкусным и очень ароматным, но и красивым. Он подойдет не только для семейного чаепития, но и для встречи гостей. По вкусу он получается необыкновенным. Его стоит приготовить и влюбиться в него с первого кусочка. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, если понравился рецепт. Я очень ценю вашу поддержку и обратную связь. Для меня это очень важно. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте писать комментарии и до новых встреч! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».